RTVX 10 Max на канале Технозон. Поехали. Привет, ребят! Сегодня у нас вот такой вот самый посредственный Smart TV Box на iMlogic S905X3. Честно вам скажу, их уже очень много было на канале и очень много хромало по своим сетевым модулям, казалось бы, даже при неплохом исполнении самого TV-бокса. В данном случае TV-бокс самый обыкновенный, он основан на платформе iMlogic S905X3, имеет 4 гигабайта хранилища, 32 гигабайта, вернее 4 гигабайта оперативной памяти, 32 гигабайта хранилища именно этот образец. Ссылки на все модификации TV-бокса этого будут лежать в описании под видео, но хочу вам сказать сразу, что он имеет нормальные модули, это, я так проспойлерю, в 5 ГГц, обычно там какие-то страдания начинаются до 40 мегабит, здесь он спокойно до 170 мегабит показывал. 2.4 здесь посредственный модуль и стандартный LAN RJ45 на 100 мегабит. Больше здесь ничего примечательного нет, он стандартно нормально работает и при наличии прямых рук его можно допилить в хорошее состояние. У него есть SPDIF, у него есть 3.5 джек для подключения внешней акустики, либо аудио-видео кабеля для подключения к старым телевизорам. Есть LAN RJ45, HDMI, разъем питания, есть USB 3.0, очень даже неплохой, кстати, USB 2.0 и разъем для TF-карт. Больше ничего в нем нет. Поставляется он вот такой вот черной коробочке, у него в комплекте идет самый обыкновенный пульт, очень плохой пульт, идет кабель HDMI и идет вот такой вот блок питания 5 вольт 2 ампера. Больше ничего в комплекте нет, поэтому распаковывать абсолютно нечего. Есть автофреймрейт, поднимается root, вернее есть root, поднимается автофреймрейт, работает. В принципе он не тротлит, есть там некоторые артефакты на тротлинг тесте, но я вам их интерпретирую в самом обзоре. И есть у нас некоторый проброс 5.1 звука в виде простого Dolby Digital и DTS в некоторых плеерах. Все остальные подробности смотрим далее в видеообзоре. Ссылки вы уже поняли где. Также под видео есть ссылка подписаться, колокольчик. Вы же пропустите все то, что мы вам дальше еще будем показывать. Ну а также под видео есть ссылка на условия очередного розыгрыша ценных призов подарков, который организовывает наш канал постоянно. Ну что ж, сейчас я говорю вам хавабанг, ребята. Это же бубликом. Поехали. Ну, честно вам скажу, наляпистый, скудненький интерфейс. Что есть, то есть. Благо у нас есть шикарные лончеры на канале, обзоры которых уже были, есть и будут. Нормально. В принципе, здесь есть очистка памяти, удобненько. Есть у нас, кстати, AirPin Pro, то есть вы можете сюда транслировать по технологии AirPlay свой смартфон. Остальные разделы меня не очень-то волнуют. Есть внизу строка избранного, можно отмечать какие-то приложения, они будут ложиться сюда в избранное. Хорошо, идем с вами в настройки. Настройки абсолютно стандартные, Droid Setting встроен вот сюда прям в меню. Что здесь интересного? Да, ничего здесь не интересного. Приставка поддерживает от 480p до 4К, Dolby Vision не рабочий. Сразу для всех говорю, HDR абсолютно рабочий, мы проверяли. Аудио output обязательно проверим. Если зайдем в More Settings, то у нас появляются белые настройки Android. И в настройках Android, в настройках устройства самые обыкновенные настройки, боковые, ничем не примечательные. То есть здесь даже название устройства TV-Box и просто версия Android 9. Больше ничего здесь нет. Поэтому с настройками такое себе дело. Идем в мои приложения. Хочу запустить сразу CPU Flow для того, чтобы видеть температуру данного TV-бокса. Он 56, 55, 56 в состоянии простое. Это очень хорошо. Насчет AFRD. Автофреймрейт у нас есть. AFRD не ругается. То есть мы можем включить, вот мы видим текущее состояние, демон включен. Можем включить автофреймрейт, он будет полноценно работающим. Если зайдем в AIDA 64, то мы увидим, что это платформа Franklin, 4 гигабайта на 32 хранилища. Центральный процессор Cortex A55, это iMlogic S905X3 на 1,9 ГГц. Ну, тоже все абсолютно стандартно. Теперь нам необходимо с вами проверить скорость чтения USB 3 порта, чтобы понимать сразу на старте, сможем ли мы просматривать фильмы из жесткого, внешнего жесткого диска. У нас подключен через USB 3, чистый USB 3.1 жесткий SSD наружный, и посмотрим на скорость копирования памяти. Ух ты, нас выкинуло из CPDT, а что такое? Вообще мне интересно, что случилось. Протестанем еще раз, мне это не нравится. Ну, мы видим уже с вами результаты, даже если что-то прервется, мы уже будем с вами понимать,
Да, вот они результаты. И это в крайне неплохие результаты. 2.2 копирование памяти. Это даже больше, чем у Minix Neo U22. Ну, нормально. И последовательное чтение 89 мегабайт в секунду. Это очень хороший показатель. Мы с жесткого диска сможем считывать все, что угодно. По крайней мере, по скорости. Кстати, он убивает программы, висящие в фоне для чего-то. Вызываем опять. Кстати, температура не меняется. Это хороший показатель. Идем в 3D Mark. Посмотрим обязательно на результаты тестов. И это результаты тестов выше среднего. 5653 балла это выше среднего в Ice Storm Extreme. И 9937 это выше, это средний для Ice Storm Unlimited. То есть здесь у меня тоже вопросов нет. Создается очень приятное впечатление. Следующим у нас выступает спид-тест. Проверим заявленный LAN-порт, который стоит в этом X10 Max. Он был заявлен на 100 мегабит, и на 100 мегабит он отвечает 100 мегабитам. Это в принципе хорошо. Хотел отметить, что здесь нет ни шторки, ни панели навигации, но c'est-la-vie. Это, знаете, кстати, классно получилось 94.1 на 94.1. Это цена, скажем так, дешевизны данного ТВ-бокса. Проверяем 5 ГГц, стартуем. Ну, здесь очень неплохо 5 ГГц, как для бюджетного ТВ-бокса. То есть в районе 170 мегабит это очень даже неплохо. Как на загрузку, так и на выгрузку. 170 на 143. И 2.4 у нас показывает результаты около средних. Это 18 на загрузку. И я думаю, что около 15-20 будет на выгрузку. Сейчас посмотрим окончание результатов тестов. Да, 17 на выгрузку. Это среднячковые результаты для 2,4 ГГц процессора. Ой, 2,4 ГГц сетевого модуля. Теперь мы с вами должны провести тротлинг-тест данной приставки. Я специально дал ей шанс прогреться. То есть 62-63 градуса в простое. У меня очень жарко в студии. У меня работают очень мощные осветители. Даем ему 15 минут и посмотрим, что у нас получится. Стартуем. Ребята, вот такая вот ситуация. На 72 градусах начала тротлить. Под конец тротлинг-теста, хотя начала выравниваться. Я подозреваю, что это не тротлинг 71 градус, потому что температура тротлинга для S905X3 процессора это 75 градусов граничная. Вот оно выравнивается. Я думаю, что это какой-то из процессов просто-напросто нам повлиял на график. То есть он не может так вот просто взять куском оттротлить и потом опять пойти график вверх. Поэтому это реальный тест. Приставка, она его проходит действительно нормально. То есть вот этот вот выпад это артефакт. То есть я его интерпретирую именно таким образом. То есть нагрева в приставке критичного вообще нет. И вот он закончился, наш тротлинг-тест с температурой в 72 градуса. Так как у нас есть средний перформанс 44-278 джипс и максимальный 47-817 джипс, я думаю, что это все-таки артефакты, потому что вот он заходил. Он не прогрелся до 75 градусов до начала тротлинг-процесса. Короче, с тротлинг-тестом здесь такое, знаете, я бы сильно на него не заморачивался. Приставка и так работает. Поехали, проверим с вами проигрывание тестовых роликов, плюс тяжелых тестовых роликов. Здесь хороший показатель. Давайте запустим 180 Mbps 10 бит на стоковом плеере. С этим у нас вопросов нет. Проигрывает 4К ролики, которые мы создаем тестовые. Нормально, 180 Mbps пережевывают. Это для меня главное. Хорошо, давайте посмотрим, как будет проигрываться фильм на 68 гигабайт. Обязательно через стоковый плеер, через USB 3 порт. Он пошел проигрываться, мы переключаем на серединку. Давайте куда-нибудь там, где есть посветлее сцены какие-нибудь. Не, все темное какое-то. А вот норм. И посмотрим. В стоковом плеере у нас, кстати, Dolby Digital нет. Фильм воспроизводится идеально. И пробуем, в каких плеерах у нас есть с вами проброс звука. Во-первых, нас интересует VLC. Обычно там с этим проблем нет. Включаем сквозной, включен и смотрим. Dolby Digital Plus есть. Dolby Digital True HD я прям прогнозирую, что ничего из этого не получится. Да, Dolby Digital True HD нет. И, скорее всего, будет простой DTS ядро 5.1 звук и DTS HD Hi-Res, это если очень сильно повезет. DTS есть и DTS HD Hi-Res пробуем. DTS HD Hi-Res нет. Есть! DTS нету, все. Он включается и выключается, поэтому будем считать, что его нет. Выходим.
Мы также пробовали, кстати, любые тестовые ролики, которые мы пытались скормить, и в HDR, и без HDR, и работает это все тоже абсолютно идеально, без каких-либо нарицаний. Все супер, работает. Температура после тротлинг теста отходит, она упала до 66, вот падает 65 в состоянии покоя, но мы не останавливаемся, мы без остановки продолжаем тестировать наш ТВ-бокс дальше. Как мы видим, температура в простой упала до 61 градуса и продолжает снижаться. YouTube. YouTube 4К. Включим принудиловку 4К и включим диагностическое окно. Мы допускаем на тестах не более 10 дропов на 1000 кадров. Мы на самом деле видим, что здесь 0 дропов. Берет он из сети 72 мегабита. И сам YouTube, ему этого достаточно, чтобы воспроизвести наш 4К YouTube 60 FPS. Это, кстати, наш канал. Ссылка в описании под видео. Идем, подписываемся. Мы там снимаем с дронами. Сейчас, правда, карантин, но мы обязательно будем снимать и дальше. Это очень классные, исторические, красивые места. Это наша красивая съемка. В общем-то, к YouTube у меня вопросов нет. 0 дропов на 2000 фреймов. Это идеальный показатель. Выходим. Также у нас работает черный Netflix. То есть вы сможете здесь смотреть Netflix. Сейчас посмотрим на качество. Качество 576p. Я их уже научился различать. Ну, если вы смотрите Netflix, вы сможете посмотреть. Сказать, что вы сможете посмотреть в HD или Full HD качестве, или в 4К, тем более, вы на это можете даже не рассчитывать. HD каналы IPTV обязательно проверяем. Кстати, в проигрывании вот этого всего контента вы наблюдаете за температурой. 64-63 градуса. Это у нас HD каналы, и они воспроизводятся очень хорошо. То есть мгновенное переключение хорошо работает. Нормальные сетевые модули. Нормально держит температуру. Футбольчик идет, пойдет. На карантине то же самое, но остается нам проверить 4К 60 FPS и какой-нибудь игровой тест в виде World of Tanks. Этого будет более чем достаточно. Идем в Кинотренд. Попробуем найти Gemini, если он еще актуален на момент съемок. Да слушайте, есть вот Jumanji 4К торрент. И вот тоже, он тоже актуален на текущий момент. HDR 47 гигабайт. Стартуем и будем смотреть, что он нам покажет. Сможет ли он его переживать. Поехали. Соединение с сервером, он получает пиров. Пошло закачивание буфера. Пошла повышаться скорость. 2,6 мегабайта в секунду, 3,2 мегабайта в секунду. Все стабилизировалось и просматриваем через Vimeo Media Player. Все у нас начало воспроизводить. Сейчас подождем, пока закончится стартовый буфер, когда начнется воспроизводить основной поток, и уже вынесем вердикт, проигрывает или нет. Ждем. Воспроизводится буфер давным-давно исчерпан, стартовый 68-69 градусов при проигрывании торрента 4К. Почему говорю 68-69? Потому что он поднимается 69, опускается 68. Вы это видите. Выходим. 4К торренты у нас проигрываются отлично. Все, супер. Теперь нам остается проверить небольшие игровые возможности. Им можно проходить, делать резюме. Это самый обыкновенный ТВ-бокс, который достаточно обыкновенно работает. Никаких у меня претензий к нему нет пока что. GameSeer G4S он наш определил. Сопряжение прошло. Запускаем World of Tanks. Едем сразу в бой. Давайте. Выбрали какой-то дерьмовенький танчик. Реакция на геймпад пока что отличная. Сейчас в игре посмотрим и поехали. 53 FPS, 50 FPS, температура 71 градус. Ну, мы все знаем, что World of Tanks способен закипятить по максимуму ТВ-бокс, потому что использует и графическую систему, и процессорную систему. То есть, если другие Android TV игры используют только графическую систему и не могут показать реальный нагрев, то именно World of Tanks показывает реальный нагрев этого самого ТВ-бокса. Ух ты, а ну иди сюда, сейчас мы тебя... Куда? Ну зачем? Я же тебя хотел выстрелить. Bluetooth работает отлично. Вот редко я встречаю так, чтобы вот мне абсолютно все нравилось в Bluetooth. То есть нет практически input лага. Я, конечно, не скажу, что это игровой ТВ-бокс, там прям какой-то вот мега-супер какой-то пам есть. Но... поиграть на нем там минут 20-30 в день, я думаю, можно спокойненько, без каких-либо... Промазал, ай-яй-яй, без каких-либо проблем. Слушайте, ну буду уже доигрывать, а потом пройду, прорезюмирую данное видео, данный ТВ-бокс. Встречаемся через секунду.
Из выводов я вам могу сказать, что на фоне всего того дерьма, которое сейчас есть на рынке, этот, имеется в виду из S905X3, и мы уже очень много обозревали таких моментов, то это еще и нормальный ТВ-бокс. Я вам хочу сказать, что учитывая его цену, то в принципе на него можно обращать внимание, если вы готовы допиливать какие-то плюшки в прошивке. Например, устанавливать шторки, меню навигации, панель навигации, копаться с прошивками и со всем остальным. Также можно попробовать на него установить лончер в стиле Ленбэк, мы на него уже показывали обзор. Ну, а в целом, я вам скажу, я его рекомендую для тех, у кого не кривые руки. Если вы хотите готовые решения с мега крутыми прошивками, то обратите внимание, например, на приставки X2, X3, я бы даже рекомендовал X2, наверное, из-за более холодного процессора. Но, а если нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет пальцев вниз, обязательно подписываемся. С вами был Bubble и X10 Max на канале Технозон. Пока, ребят.